Конечно, туризм для нас достаточно важная тема, и она не только вот в рамках, так скажем, федеральной повестки стоит, но и у нас вот в рамках развития, допустим, моего региона, Ставропольского края, конечно же, она стоит одной из первых. С Министерством по делам Северного Кавказа мы тесно сотрудничаем в рамках реализации программы развития Северокавказского федерального округа до 2025 года. И вот в рамках этой программы ведется работа над развитием рекреационных таких кластеров в Ставропольском крае, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Дагестане. У нас очень хорошо развит горнолыжный туризм в Архизе, вы знаете, эту нашу туристическую такую территорию. Мы достаточно так сильно там занимаемся и развиваем, и гордимся этой точкой. Но, конечно, я хочу сказать, что огромное количество у нас проблем, и в том числе это и доступность в плане аэропортов, в плане доступности ценовой политики, потому что, чтобы переключиться нашему туризму на, так скажем, наши ближайшие территории, да, наш Северный Кавказ. Чтобы переключиться на этот туризм, конечно, мы должны создать условия, которые будут приятны по доступности ценовой, чтобы наш турист не летел туда, куда он далеко улетал в Европу, а сегодня он неохотно это делает и по политическим причинам, и по каким-то причинам, связанным с безопасностью. Мы должны в ценовой политике подойти очень близко. Тогда вообще вопросов, я думаю, не будет, а те условия, которые созданы сегодня вот и в тех туристических кластерах, которые сегодня будут представлены, допустим, в Габале, я там сама лично была, и я знаю, что там достаточно высокий уровень создан, и, наверное, не уступает, а может быть и превышает те территории, туристические кластеры, в которые посещает наш турист традиционно, выезжая в Европу, да, или куда-то там в другие регионы. Поэтому здесь, мне кажется, первая проблема – это ценовая доступность. Культурный момент здесь, наоборот, достаточно комфортный, потому что везде люди говорят на своем языке, да, вас везде понимают. Высокая степень обслуживания, но это то, что я видела в Габале. Если говорить о развитии наших курортов, российских, северокавказских, то, конечно же, у нас есть тоже проблема подготовки кадров. Над этой проблемой мы работаем. Здесь скрывать, я думаю, нам не нужно, а нам, наоборот, нужно говорить об этом и развиваться. Мы работаем с институтами, с академиями, которые могут выпускать представителей, с техникумами, которые выпускают представителей тех профессий, которые задействованы в туристических кластерах. Это тоже достаточно важная тема, потому что таким образом создается комфорт. Люди ведь едут и хотят увидеть отношения. И это отношение человеческое, оно во многом влияет на дальнейшее принятие решений. Поедет человек еще раз, вернется он на этот курорт, или он выберет другой. То есть как к нему отнесутся, какие он там традиции увидит, что он услышит, какие эмоции переживет, вот это, наверное, одно из самых главных уже идет после ценовой политики. Поэтому я вижу, что проблема у нас в этом есть, но при этом есть государственная поддержка в этой части. Государственная поддержка присутствует. Здесь еще нужно включить наш такой человеческий ресурс и всем вместе просто заниматься этим и двигаться к тем поставленным задачам, которые у нас есть, чтобы действительно наши курорты были достойными, были высококлассными и удовлетворяли потребности любых туристов и любителей, если мы говорим о горнолыжном, да, и профессионалов, которым уже интересны какие-то более такие покорения высоких там аспектов, да, и какие-то спортивные направления. Поэтому мы по этой тропе движемся, и я думаю, что те, кто будет представлять свои курорты, тоже об этом скажут.